Швеция — одна из тех стран, которые придерживаются строгого нейтралитета, но имеют развитую военную промышленность. Многие слышали о концерне Bofors и авиастроительной компании Saab, а вот бронемашины, выпускающиеся компанией Landsverk, известны не столь широко. В 1941 году поступил заказ на создание нового подвижного танка с пушкой калибра 75 мм. Таким танком стал Stridsvagn М42 или сокращенно СТРВ. У танка торсионная подвеска, необычное в то время решение для среднего танка. Также СТРВ оснащали различными двигателями. У танка за моей спиной, например, спаренные двигатели общей мощностью 350 лошадиных сил. У двигателей два карданных вала. Они проходят через отделение экипажа под подбашенной корзиной и соединяются в передней части танка с трансмиссией. Мехвод располагался в отделении управления впереди слева, а справа было место для пулеметчика и 8-мм пулемет. Еще два пулемета находились в передней части башни справа от орудия. Также у командира был пулемет в задней части башни. Место стрелка курсового пулемета было дополнительным. Официально экипаж М42 состоял из 4 человек. Командир находился чуть правее центра, в задней части башни. Вооружение было довольно современным. 75-мм пушку можно сравнить с немецкой короткоствольной пушкой Л-24. В отсеке башни устанавливалась система радиосвязи. Башня, естественно, поворачивалась на 360 градусов. Катки на независимой торсионной подвеске, траки однопальцевые с центральной направляющей. Двигатели расположены низко, поэтому два карданных вала не сильно сказывались на высоте машины. И, конечно, они не занимали так много места внутри танка, как это было в Яхтпанцере-38 или в среднем танке М4. В башне 3 больших люка, по одному с каждой стороны для заряжающего и наводчика, и еще один на крыше для командира. У командира нет командирской башенки, зато есть несколько перископов. СТРВ служили особенно долго, еще и потому, что их корпуса использовались для танков Stridsvagn 74. Бралась ходовая часть от М42 со спаренными двигателями, и на нее устанавливалась новая большая башня со скорострельной пушкой. Рабочее место пулеметчика демонтировалось. Башни от танков М42 использовали в береговых укреплениях в качестве дотов. После снятия танков СТРВ-74 с вооружения, множество машин, как и эта, были восстановлены практически в своем первоначальном виде. Для этого башни сняли с береговых укреплений и установили их на корпус от СТРВ-74. Один СТРВ М42 был восстановлен в оригинальной конфигурации и находится в Швеции. В пользу оригинальной конструкции 1941 года свидетельствует еще и тот факт, что танк служил вплоть до 80-х годов в виде СТРВ-74. Об этой модели танка вспоминают не так часто. На слуху в основном более знаменитые машины, принимавшие участие во многих боях Второй мировой. Но этот танк заслуживает большего внимания, потому что его конструкция на самом деле довольно удачна. И не забудьте посмотреть обзор самолета П-38J, если еще этого не сделали. Или откройте плейлист и узнаете, в каких танках мы побывали.